Привет! Если вас, как и жесткий телевизор, тянет на приключения, и вы интересуетесь историей русской земли, ну или просто хотите побывать в очень красивом месте, то добро пожаловать в Изборск. Печорский район Псковской области, к которому относится деревня Изборск или Старый Изборск, расположена в 30 километрах от города Пскова, практически на границе с Эстонией. Деревня Изборск раскинулась на равнине и застроена в основном деревянными одноэтажными домами недавней постройки, но среди них есть и более древние избы, срубленные из огромных бревен с пристроенными к ним каменными хозяйственными постройками и оградами. Вы будете удивлены, когда вместо привычного русского захолустья окажетесь в маленькой русской Европе. Изборск можно по праву считать древнейшим историческим местом России и поставить в один ряд не только со Старой Ладогой и Белозерском, но и самим Великим Новгородом. Ведь именно сюда пришел править в 862 году варяжский князь, брат Рюрика Трувор. Доказательство тому, что древний князь жил и правил в этих местах, вам покажут огромный каменный крест, под которым, по преданию, и покоится тело славного воителя, где он лежит лицом на закат, а в руке меч золотой. Конечно, все эти легенды и сказания давно опровергнуты учеными. Крест датирован 15 веком, а легенда о князе и ладьях всего лишь легенда, передающаяся из уст в уста в каждом изборском доме и по сей день. Но тем не менее Изборск остается тем самым местом, откуда пошла земля русская. Несомненно, историческим центром Изборска и одной из главных достопримечательностей является Изборская крепость. Это уникальный памятник русской военной архитектуры. Стены ее пережили десятки приступов, долгие годы забвения, эстонскую и немецкую оккупацию. Многие удивительные памятники оборонного зодчества были стерты с лица земли войнами, реконструкциями и социалистическими стройками. Но Изборск, несмотря ни на что, сохранился в превосходном состоянии. Конечно, это благодаря недавним реставрациям. К сожалению, это большая редкость для нашей страны. Со время своего существования она неоднократно укреплялась новыми, более мощными оборонительными сооружениями. В плане крепость представляет собой неправильный треугольник со скругленными углами. На протяжении почти всей своей истории Изборск тесно связан с Псковом, являясь его форпостом, встречавшим врага, вторгавшегося с запада. Псковичи, в свою очередь, помогали ему и войском, и строителями, следя за тем, чтобы Изборск всегда находился в боевой готовности. Внутри крепости, напротив колокольной башни, расположен Никольский собор, памятник архитектуры первой половине XIV века, с колокольней XVIII века. Прогуляйтесь по крепости, дотроньтесь до старых стен и, конечно, поднимитесь на смотровую площадку одной из сторожевых башен. Почувствуйте себя настоящим защитником крепости. А теперь давайте немного пройдемся вместе.
Другим местом, которое обязательно надо посетить в Изборске, являются славянские ключи, которые несут свои воды в Городищенское озеро, вода в котором всегда необычайно холодная. Древние предания гласят, что здесь когда-то водились русалки, а в ветвях лесных деревьев выводили своих детенышей драконы и крылатые змеи. Также, по местным легендам, озеро появилось здесь не как иначе, а как благодаря вмешательству неведомых существ. Кто они такие и откуда взялись, никому не известно. Но по легенде, именно эти существа выкопали озеро, потребовав от местных жителей вместо оплаты быков. Кто был побогаче, тот расплатился и поселился около озера. Кто победнее, те рассчитались баранами, за что существа прокопали им те самые 12 ручьев, которые сейчас зовутся славянскими. Славен – одно из названий древнего города Изборска. Некоторые ученые полагают, что Изборск основал первый русский князь Славен, в связи с чем в некоторых летописях мы можем встретить другое название города – Град Славен. А после смерти князя городом стал править сын его Избор, благодаря которому и существует якобы сегодняшнее название. Сказка все это или чистая правда уже неизвестно, но известно, что 12 славянских ключей бьют из-под земли до сих пор, пользуясь своим вторым названием – ключи 12 апостолов. Говорят, что они наделены целебными силами и помогают обрести здоровье, мудрость или богатство, а все вместе они образуют реку жизни. И многочисленные туристы и паломники очень любят это место. Обязательно сходите туда, попейте ключевой воды, если вас не смущает пить некипяченую воду, и спокойно покатайтесь на лодочке по озеру, осматривая красивейшие окрестности и местную фауну. Если вам по каким-то причинам еще не довелось побывать в этих краях, то просто садитесь в машину или на поезд и приезжайте в Изборск. Можно с ночевкой. Гостиницы есть как в самом Изборске, так и в Избытке в Обскове. Погуляйте по старинным стенам, пройдите через захабы, поднимитесь на смотровую площадку на башне. И, возможно, вы захотите туда вернуться снова и снова. Это большая русская история, и к ней обязательно надо прикоснуться. Большое спасибо за просмотр. Если понравилось, все дружно ставим большой палец вверх и подписываемся на Ижорский телевизор. Пока!